Россияне продолжают информационную кампанию о нелегитимности Зеленского. В Харьковской области ожесточенные бои, а поляки взяли в руки оружие. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Ухудшение ситуации на линии фронта. Как действует российская армия в Харьковской области и что говорят о боях в ВСУ? Понятно, они хотят захватить Харьков. Захватить не выйдет, его получится только уничтожить. Трамп собирается всех спасти. Детали вероятного плана завершения войны в Украине описали в книге. Какой сценарий? Я урегулирую ужасную войну между Россией и Украиной. Я их хорошо знаю. Зеленский нелегитимный. Российские пропагандисты хотят, чтобы украинский президент стал нерукопожатным. В чем особенность второй фазы спецоперации под названием «Майдан»? Будет играть на противоположности, на полярностях. Вот смотрите, у нас якобы диктаторский режим в России, но у нас были выборы. А у вас в Украине якобы демократия, но сидит диктатор без выборов. Всем привет, друзья! Для нас крайне важна активность и интерес каждого из вас. Спасибо за лайки, комментарии, подписки и репосты. Благодаря этому наше видео в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Кроме того, не забывайте о кнопке «Спасибо» под нашим роликом. Начинаем. Генерал армии Шойгу. Шойгу уже не министр обороны РФ. Путин, как и прогнозировали многие аналитики, сразу после своей так называемой инаугурации снял его с должности, однако без работы не оставил. Шойгу занял место секретаря Совбеза Николая Патрушева. Патрушев, по сообщениям Кремля, уволен в связи с переходом на другую работу. Все эти рокировки Путин устроил внезапно вечером в воскресенье. В своем кресле остался начальник Генштаба ВС РФ Герасимов. В то же время уже известно и имя нового министра обороны России. Это Андрей Белоусов, который ранее был первым заместителем главы правительства Мишустина. В Кремле признали и попытались оправдаться, почему человек, ничего не знающий о военном деле, теперь будет возглавлять Минобороны РФ. Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества. И поэтому, естественно, что на нынешнем этапе президент принял решение, чтобы Министерство обороны возглавил гражданский человек. Это назначение никоим образом не будет изменять нынешнюю систему координат. Украина знала и знает о планах россиян в Харьковской области. Об этом практически одновременно заявили в украинской разведке и главком ВСУ Сырский. Он называет бои в приграничных районах жесткими, ситуацию обостренной и говорит, что силы обороны гибко реагируют на все действия россиян. Тем временем украинские военные рассказали о том, какими были линии обороны в Харьковской области, где путинской армии удалось оккупировать уже по разным оценкам несколько населенных пунктов. Первой линии фортификации и мин просто не было. Враг свободно вошел в серую зону по всей линии границы, которая в принципе не должна была быть серой. За 2 года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус 3 этажа, а не было даже мин. Западные украинские военные аналитики при этом считают, что события в Харьковской области – это часть некой стратегии РФ. Армия Кремля не сможет зайти в Харьков, но определенно повлияет на расположение как украинских войск, так и российских. Понятно, они хотят захватить Харьков. Захватить не выйдет, его получится только уничтожить. То есть единственный вариант его уничтожить – превратить его в Бахмут, в Авдеевку. Вот такое направление у них есть. Почему Харьков? Харьков и Одесса. Вот 2 таких города, на которые у россиян, хочется нецензурно сказать, скажу так, эрекция есть. Вот чего именно 2 города, что они так вцепились? Даже Киев не так сильно. Потому что 10 лет назад Харьков и Одесса – это те 2 города, которые не упали в русский мир, не провалились туда. Там невероятными усилиями эти 2 города удержали. Вспомните, пожалуйста, Харьков, когда 10 лет назад повесили на здании обладминистрации, по-моему, это было, или областного совета, российский триколор. То есть, вот, казалось бы, падает Харьков, нет, его удержали. Луганск, Донецк упали в русский мир, Харьков нет. Россиян вообще просто их аж трясет от Харькова и Одессы. Им хочется поквитаться, получить сатисфакцию за все свои неудачи 10 лет назад.
В Германии вновь заявили, что Путин нападет на НАТО. Однако произойдет это, если его армия будет иметь успех в Украине. Неблагоприятный прогноз в первую очередь для Польши и стран Балтии дал бывший глава штаба Минобороны Германии Нико Ланге. Он, правда, говорит, что Путина можно остановить, если Запад поможет в этом Украине. Мы не должны обманывать себя. Путин нападет и на страны Балтии, и Польшу, если мы позволим ему преуспеть в Украине. Никто не сможет сказать, что нас обманули или мы чего-то не знали. Путин и его приспешники открыто говорят о том, что после Украины они также хотят вновь оккупировать Восточную Польшу и страны Балтии. В странах Балтии тем временем готовятся к любым сценариям, даже несмотря на то, что и генсек НАТО, и его заместитель уверяют, что пока Путин не собирается ни на кого нападать. В Эстонии прошли крупнейшие военные учения этого года. В них принимали участие и британские военные, которые, как заявляют, отрабатывали, как прибыть в Эстонию в кратчайшие сроки в случае какой-либо агрессии. Особое внимание было уделено десантным войскам двух стран. Британский десант, кстати, оказался очень близко к российской границе. Послание очень ясное и простое. Мы готовы ко всему, если будет надо. И даже не думайте нападать на страны НАТО, потому что мы сильнее. И все союзники, которые также участвуют в этих учениях и во всех этих сериях учений, а это почти 100 тысяч солдат, демонстрируют готовность и дают сигнал о сдерживании. А вот в Польше военной подготовкой решили заняться обычные граждане страны. Минобороны заявляет о начале нового курса обучения в рамках акции «Тренируйся с армией». Оружие в руки взяли не только мужчины, но и женщины. Я приехала сюда из-за политической и геополитической ситуации. Такое обучение дает мне возможность почувствовать себя более безопасно и немного напоминает мне школьную программу и предметы по обороне. Из-за того, что происходит, мы приехали сюда. У нас также есть сын-подросток, и мы приехали сюда всей семьей, чтобы дать ему чувство безопасности и понимание того, как себя защитить. По всей стране работает до 20 подобных пунктов военной подготовки. Эти занятия абсолютно бесплатные. В Минобороны Польши говорят, что обучение прошли уже несколько десятков тысяч поляков. Самая большая задача для участников – это, безусловно, освоить базовые действия, связанные с угрозами, которые могут их ожидать в будущем. Мы знаем, что происходит сейчас в Украине, и я верю, что сегодняшний тренинг может быть полезным для них в будущем. Каким будет конец войны между РФ и Украиной, если президентом США станет Дональд Трамп? Будет ли он общаться с Путиным и помогать Украине? В Соединенных Штатах вновь говорят о плане 45-го президента касательно завершения этой войны. На этот раз там презентовали книгу «Америка превыше всего», которая может стать, по сути, инструкцией для нового президентского срока Трампа, если он победит на выборах. Associated Press сообщает детали. Авторы книги говорят, что независимы от Трампа, равно как и Трамп от них, но при этом заявляют, что писали эту книгу на основе большого количества консультаций и обсуждений с экс-президентом США. Большой раздел издания посвящен полномасштабной войне, которую развязал Путин. Итак, в пособии для Трампа авторы предлагают поставить будущую военную помощь США в зависимость от участия Украины в мирных переговорах с РФ. Вашингтон должен добиваться прекращения огня и этих переговоров. Членство Украины в НАТО могут отложить. Также есть вариант послабления санкций против РФ. И Украина не должна отказываться от возврата всех своих территорий. Здесь важно понимать, что нет никаких гарантий, что именно по этому сценарию будет двигаться Трамп, которого, кстати, пока еще не избрали президентом. Но накануне он вновь вспомнил об Украине в своей предвыборной кампании. С первого же дня, когда мы отберем Белый дом у Джо Байдена, я верю, что у нас будет 4 величайших года в истории нашей страны. До того, как я даже заеду в овальный кабинет, сразу после того, как я выиграю, я урегулирую ужасную войну между Россией и Украиной. Я их хорошо знаю. Нелегитимным и просроченным все чаще стали называть российские пропагандисты и российские чиновники украинского президента Владимира Зеленского. В Киеве говорят, сейчас идет вторая фаза информационно-психологической спецоперации Москвы под названием «Майдан-3». И по прогнозам Украинского центра противодействия дезинформации, продлится он как минимум до конца лета.
Главный месседж этой кампании: в Украине не было президентских выборов, а значит, Зеленский нелегитимный. Буквально на днях министр юстиции Денис Малюська в интервью BBC заявил, что Зеленский не потеряет свою легитимность по истечении его 5-летнего срока полномочий 21 мая. Полномочия президента продолжаются до избрания следующего президента. Ну и напомню, в Украине была большая дискуссия о невозможности проведения выборов в Украине во время действия военного положения. Зеленский еще в феврале этого года заявлял, что данные разведки о том, что запланировали россияне, переданы представителям Большой Семерки. С военным аналитиком и экс-сотрудником Службы безопасности Украины мы обсудили, какова конечная цель россиян и чего ожидать от кремлевских пропагандистов в ближайшие недели. Игр будет играть на противоположностях, на полярностях. Вот смотрите, вот у нас якобы диктаторский режим в России, но у нас были выборы. А у вас в Украине якобы демократия, но сидит диктатор без выборов. А у нас есть выборы, а у вас выборов нету. Будет вкидывать эту всю историю в внутреннее информационное пространство Украины, что у вас президент не настоящий. Военных будут вбрасывать, к военным будут вбрасывать, что у вас верховный главнокомандующий не настоящий, все его указы преступные, вы будете нести ответственность. То есть, вот это все раскачивание. И самое важное, это сделать Зеленского нерукопожатным в мире. То есть, чтобы ему не звонили, чтобы с ним не здоровались, не приглашали, чтобы он был никто. Давай так, мы 21 числа мы увидим, что вообще будет происходить, вообще какой будет настрой у западных стран, как они это будут воспринимать, как принимать будут. То есть 21 число покажет. Опять же, много оппозиции есть в разных странах, которые будут раскачивать нелегитимность. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Супер», спасибо под нашим роликом, или становитесь постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями, оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.